Привет всем! Шел 4-й день нашего путешествия. Сегодня мы проснулись в 7 утра, 29 марта, воскресенье. Идем мы на завтрак. Посмотрите, какой здесь выбор. На любой вкус. Даже если вы не любите японскую кухню, я уверена, что вы найдете что-нибудь для себя. Но самое приятное, что наш столик был прямо у окна с видом на легендарное здание Дого Онсен Хонкан. Именно отсюда сверху нам удалось разглядеть белую цаплю на крыше, которую не видно снизу. Сейчас я вам расскажу про эту цаплю. Много веков назад одна белая цапля сильно поранила ногу. Она каждый день прилетала к расщелине в скалах, из которой текла горячая вода, и опускала туда ногу. Местные жители с удивлением заметили, что через несколько дней рана полностью затянулась, а цапля улетела здоровой. Увидев это чудо, люди сами решили попробовать искупаться в этой воде. Так были открыты целебные свойства источников Дого. В благодарность птице, открывшей людям путь к здоровью, цапля стала священным символом этого курорта. А вот это наши места и вид, с которого видно Дого Онсен Хонкан. Благодаря этой цапле в Дого Онсен зародилась такая атмосфера исцеления и покоя. Ведь все началось с маленького природного чуда. Вчера мы не попали в Дого Онсен Хонкан из-за толп, очень было много народу. Поэтому сегодня в 8 утра мы решили пойти туда. Вчера мы отдыхали в ансене, который у нас в гостинице. Итак, вот мы идем туда, мы пришли к 8 утра, но были билеты только просто помыться, а зоны отдыха на верхних этажах уже были заняты. То есть есть несколько видов билетов, только насладиться источником и помыться, или еще отдохнуть на верхних этажах. Скажу честно, внутри нас ждало разочарование. Это старинная баня в прямом смысле слова, крошечная комната, очень много людей и все немного старое. Мы пробыли там буквально 2 минуты и вышли. Наверное, в древние времена это было роскошью, но сейчас в сравнении с нашей гостиницей это не очень. Вот я здесь даже купила полотенце. Внутри фотографировать нельзя, поэтому я ставлю фото для сравнения. Вот это место и что у нас было в гостинице. Снаружи, конечно, это здание конфетка, сказка. А внутри разочарование. Ну вот смотрите сами. Конечно, наверное, все люди думают так же, как я, но приходят сюда попробовать. Сюда же приходили раньше и императоры, и разные люди. Вот это баня внутри, так здесь. А это вот у нас в гостинице были такие источники. Вот еще с верхнего этажа вид на город. И внутри у нас, и на улице. И еще у нас даже там были массажные кресла. Тоже все бесплатно. Вот здесь массажные кресла. В общем, смотреть снаружи это замечательно. Внутрь не советую. И еще очень много людей. Наверное, все, как мы, просто хотят попробовать те места, куда приезжали раньше правители и известные люди. А вот эта цапля, про которую я вам рассказывала. После этого Дого Онсен Хонкан мы вернулись в гостиницу, сходили там в источники еще раз, чтобы зарядиться энергией, и сделали чек-аут. И поехали в замок этого города Мацуяма. И вот мы подходим к нашей гостинице. Она, как я вам уже говорила, находится прям рядом с Дого Онсен Хонкан, что очень удобно.
Здесь рядом еще разные магазинчики, улочки интересные, поэтому гостиница находится, можно сказать, прямо в центре этого места. Вот это главный вход в гостиницу. Сейчас я вам еще покажу утреннее лобби. Знаете, здесь в этом городе есть трамвайчики, и они такие милые, и нам очень хотелось прокатиться на них. Поэтому мы после чекаута оставили машину здесь и пошли на эти трамвайчики, и оттуда поехали в замок Мацуяма. До остановки трамвайчиков идти минут 10, и оттуда на трамвае тоже минут 10 до этого замка. От станции трамвая еще идти минут 15 до дороги канатной, которая идет к замку. В общем, недалеко все находится. Еще очень приятная дорога к трамвайчикам через эту торговую галерею, которую я вам показывала. Сейчас она тоже будет. Вот это наше утреннее лобби. И вот мы уже идем через торговую галерею. Она, как я уже говорила, 250 метров где-то. И пройти через эту галерею очень понятно, легко идти. И вот где-то 10 минут ходьбы, и вы уже придете к станции этих трамвайчиков. И там несколько линий, но там написано и на английском, в какую сторону кто куда идет. В общем, ехать 10 минут. Вот это важная достопримечательность этого места – Ботчан часы, легендарные часы Ботчан. И нам очень повезло, мы пришли в 9:30, а эти часы каждые 30 минут начинают свое шоу. Они двигались и играли музыку, это очень занятно. И вот тоже люди выстроились, смотрели. Обратите внимание на крышу, здесь тоже вон есть цапля, символ этого города. Мы пришли на станцию трамвайчиков, и Starbucks здесь очень интересный, прям внутри. Трамвайчики здесь невероятно милые, и мы на них доехали до подножия замка. Кстати, я когда записываю видео, вот озвучку, тоже иногда язык заплетается, уже разучилась говорить на русском языке. Извините, если в некоторых местах непонятно говорю или делаю неправильные ударения. И вот мы приехали в место, где находится замок Мацуяма.
Идти здесь очень просто. Прямо от этой станции, вот этот перекресток, вы сюда приезжаете и идете от него прямо и прямо упретесь в канатную дорогу. Идти минут 10, даже может быть чуть меньше. На канатной дороге два вида передвижения. В закрытой кабине ропвей или можно рискнуть сесть на кресельный подъемник. Это как у японцев лифт называется. Вот здесь покупают билеты. Мы ехали сначала на ропвей в кабине, в фуникулере с людьми, там много было людей, а на обратном пути вот подъемник как лифт, то есть сиденье на открытом небе. Сейчас все сами увидите. И вот мы прибыли на территорию замка Мацуяма. Где-то меньше 5 минут мы ехали. Замок Мацуяма основан в 1602 году героем Като Ясуаки. Это настоящая капсула времени. В отличие от многих других замков, которые были перестроены из бетона, этот один из 12 выживших подлинников. И вот посмотрите, как красиво здесь цветет сакура. Мы прибыли сюда где-то часов в 11. Итак, этот замок не перестраивали. И когда вы здесь идете через толстые двери или поднимаетесь по крутым ступеням, вы чувствуете запах старого дерева и дух настоящей самурайской Японии. Здесь сейчас будут очень крутые ступеньки. Я не знаю, как в то время поднимались по таким ступенькам и женщины, мужчины, и вообще пожилые люди. Вот смотрите, какой вид. Замечательный вид на сакуру и на сам город Мацуяма. В Японии сотни замков, но большинство из них это бетонные реконструкции 20 века с лифтами внутри. Замок Мацуяма входит в элитный список 12 оригинальных замков, чьи башни Тенщу сохранились в первозданном деревянном виде с древних времен. Когда вы идете по этим узким лестницам, вы ступаете по дереву, которое помнит настоящих самураев. Замок стоит на высоте 132 метра над уровнем моря. Его называют горным замком Хираяма-Джиро. Тот факт, что мы поднимались на фуникулере, подчеркивает, насколько неприступным он был для пеших воинов в доспехах. Неудивительно, что он считается одним из самых сложных для захвата объектов того времени. На фоне мощных каменных стен и толстых деревянных дверей нежные розовые цветы сакуры смотрятся потрясающе. Чтобы зайти вовнутрь, нам пришлось постоять вот в этой очереди. Где-то минут 15. Впускает ровно столько людей, сколько вышло. А на обратном пути эта очередь выстроилась такой длинной, но я вам потом покажу, что, не знаю, наверное, там стоять надо было больше часа. Так что советую, как уже и говорила в других видео, приходить утром, а не днем. Еще сегодня было воскресенье. Может, вы уже заметили, проходя сейчас со мной, что замок спроектирован как лабиринт с множеством поворотов и скрытых ворот.
Враг, прорываясь внутрь, постоянно попадал под обстрел с флангов, даже не понимая, откуда в него летят стрелы. Да, и вход в замок платный, как и на фуникулеры тоже. И вот, смотрите, мы поднимаемся по этим узким лестницам. Можно сказать, решили примерить на себя роль самурая. Рассматривая старинные доспехи, я вспомнила про удивительный факт. В Мацуяме находится кладбище русских солдат. Японцы так уважали пленных в 1905 году, что разрешили им даже ходить в ансены, а тех, кто не выжил, похоронили с почестями лицом на север, к России. Для тех, кто забыл историю, напомню, это пленные русско-японской войны. Удивительно, что спустя более 100 лет японские волонтеры и школьники до сих пор продолжают бережно ухаживать за этим кладбищем. Вот здесь мы попробовали себя в роли самурая, попробовали прицелиться из старинного оружия, а потом дальше подержали настоящие катаны, сабли, сравнили на вес, какие они тяжелые или нет, оказалось на удивление легкими. Вот сейчас дочка пробует. Вот так раньше самураи стреляли, не только катанами владели.
Видите, мы опять тут по лестницам поднимаемся. Очень много было лестниц. Они такие крутые. Не знаю, как люди в те времена поднимались, но нам было очень неудобно. Мне лично спускаться было труднее, чем подниматься. Смотрите, какая очередь выстроилась уже. Здесь еще можно было попробовать на себе доспехи самурая, но мы не стали, потому что была очередь и переодеваться очень долго. Но если вот вы переоденетесь, можно так сфотографироваться. А еще в замке мы встретили молодого художника и его коллекцию. Коллекция именно замка Мацуяма. Когда в 12 дня мы выходили из замка, очередь была уже просто бесконечной. Друзья, если вы соберетесь сюда, приходите только утром, иначе придется стоять под палящим солнцем.
И вот вниз мы едем уже на подъемниках, на лифтах, как японцы их называют. Конечно, на подъемниках намного интереснее. По желанию можете и туда, и обратно ехать на подъемниках. Выбор любой, билет прямо на оба места. Выбирайте, какое хотите. На обратном пути мы зашли за мороженым в знаменитый магазин Ten Factory. Мне очень хотелось попробовать это мороженое. Вкус мандаринов Эхиме просто неповторим. Было очень вкусно. Наверное, в этом месте какие-то выборы проходят. Вон там политики агитировали. И я заметила на других тароках тоже. Наверное, здесь, в этой префектуре, какие-то выборы проходят. И вот мы возвращаемся обратно в гостиницу за машиной. Потом мы поедем в аэропорт. И перед тем, как ехать в аэропорт, мы сдадим нашу машину. Тоже идем через эту улочку с разными магазинчиками. Очень занимательно. Хотелось бы, конечно, остановиться еще на один денек. И вот мы уже сдали нашу машину, и нас отвозят в аэропорт Мацуяма. Компания, где мы арендовали машину, находится в 10 минутах езды от аэропорта. Вот мы прибыли в аэропорт Мацуяма. Чек-ин я сделала уже за день, и мы здесь только сдали чемоданы, и вот идем обедать. Аэропорт Мацуяма, пожалуй, самый вкусный аэропорт, в котором мы были. Здесь повсюду аромат цитрусовых и даже есть свой мандариновый кран. Перед вылетом мы решили подкрепиться, а я заказала знаменитый оливковый бургер. Вот здесь. Мясо тает во рту, а дочке принесли детский обед в ярком самолетике. И это идеальное завершение нашего путешествия. Сытые, довольные, с полными сумками, мягких полотенец и мамбари, мы готовы лететь домой в Токио. Вот и подходит к концу наше 4-дневное приключение на острове Сикоку. Знаете, когда мы только планировали эту поездку, я не ожидала, что этот остров так сильно заберет частичку моего сердца. Япония снова удивила меня. Сикоку оказался невероятно гостеприимным. Здесь потрясающая еда, от нежнейшей оливковой говядины до знаменитого морского карася. И вот мы уже прибыли в Токио. Также в Сикоку нам повезло с погодой. Яркое солнце и первая весенняя сакура сделали каждый кадр этого путешествия особенным. Вот, посмотрите, какой аэропорт Ханеда. Да, были и очереди, и моменты усталости, и даже легкое разочарование от старых купалин, но именно из-за таких контрастов и складываются настоящие искренние воспоминания. Мы возвращаемся домой, наполненные светом, морским бризом и вдохновением. Спасибо вам огромное, что прошли этот путь вместе со мной и моей семьей. Лететь из Мацуямы до Токио 1,5 часа. Мы сели в 2:30, и как раз в 4 часа мы прилетели в Токио. Надеюсь, этот влог поможет и вам когда-нибудь влюбиться в Сикоку.
так же, как влюбились в него мы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые приключения. Впереди еще много интересного. До встречи, пока-пока. Следующее видео я готовлю сакуру, уже засняла, потом выставку технологий.